Всем привет, дорогие друзья! Говорит и показывает Хакман. Сегодня мы с вами начинаем новую игру. Ну как новую? Игра 2010 года, поэтому она не так, чтобы новая. Но на нашем канале, естественно, она новая. Так. Игра называется Мафия 2. Так, секундочку. Я немножечко звук уберу. Вот так. Наполовину. Потому что... Так, радио. Тоже, наверное. Качество, да, нормальное. Так, вроде должно быть нормально. Хотя нет, наверное, еще надо. Сейчас, минуточку. Вот так вот где-то. Сейчас проверим, нормально ли будет слышно меня. Сейчас, секундочку. Наполовину, потому что... Так, радио. Тоже, наверное. Качество, да, нормальное. Так, вроде должно быть нормально. Хотя нет, наверное, еще надо. Нет, надо, короче... Прям реально громко. Музыку и радио убираем побольше. Итак, я играл в первую часть. Первая часть была просто шедевральный сюжет, просто конфетка. Ничем не уступает хорошему голливудскому фильму. Ну, если помните, кто там смотрел «Крестный отец», «Славные парни», «Казино», вот эти все гангстерские фильмы. Ну или новые, например, «Джонни Д. с Джонни Деппом». Потом какие еще? Вот недавно Бен Аффлек выпускал то ли «Цвет ночи», то ли что-то такое. «Закон ночи» он выпускал, вот точно. То есть, кто смотрел, кому нравится, те знают и про игру, и про сюжет. Че, поехали? Сначала смотрим предысторию. Средний уровень сложности. Поехали. Two-K Games и Two-K Czech представляет. Меня зовут Вито Скалетто. Я родился на Сицилии в 25-м году. Этот малыш я. Стою с родителями и сестрой Франческой у нашего старого дома. Я мало что помню о тех временах. Разве что жизнь была тяжелой. А потом отец решил, что нам пора уезжать. Покинуть Сицилию, пересечь океан и начать новую жизнь в Америке. Никогда в жизни я не видел ничего подобного Empire Bay. Он был прекрасен. Впрочем, трудно представить нечто более скверное и отвратительное, чем наша новая конура.
Американская мечта. Скорее уж кошмар. Отец стал работать в порту на человека, который перевез нас сюда. Он работал как проклятый, зарабатывал гроши и почти все спускал в кабаке. Со временем меня отдали в школу. Мне нужен был английский, но черта с два я бы заговорил на нем с итальянцами. Там я и встретил Джо. Ну, Вита, быстрей! Всю ночь провозимся! Постепенно мы стали лучшими друзьями. У обоих свистело в кармане, а пристойной работы не было. Черт! И мы затеяли свое скромное дело. Стоять! Полиция! Стой! Вита, сюда! Давай сумку! Стой, стрелять буду! Черт! Эй ты! Мордой к стене! Ноги расставить, руки на забор! Прости, Вита. Что ж, тогда нам не повезло. На дворе стоял 43-й год. Шла война. И для высадки на Сицилии нужны были солдаты, говорящие по-итальянски. Мне было 18. И в тюрьму я не хотел. Кто сказал, что нельзя вернуться на родину? Глава 1. Историческая родина. Операция «Хаски». Я попал в 504-й парашютный полк. 11 июля нас должны были сбросить над южным берегом Сицилии. Но самолет подбили. И выжило нас всего 3. Мы оказались в глубоком тылу. Мы были обречены, но нас спасли бойцы сопротивления. Поэтому, когда солдаты Муссолини пришли в город расправиться с повстанцами, мы решили отдать должок. Se nessuno parla, quest'uomo Почему все молчат? Ah? Нет, не надо. Так, удерживайте для прицела. Стреляй! Allora, traditori! Pensavate di... Так. Отлично, пока совсем справляюсь. За мной! Так. Стрелять! Штурмуем. Ух ты. Спокойно. Gesù! Abbracciarsi, senza fare prigioniere prima che arriva l'esercito. Cerca di tenere duro su Вы с Вильямсом снимите Перелезь через окно. потом ищите пленных. Каждый человек на счету. Там пулемет. Так не пройти. Так-то не пройти. А как с тобой пройти? нашли пулемет. Берегись. Давай гранату в окно! О, как классно я попал, да? Эй, Скалет, ты там живой? Ага, местами. Тогда вставай и пошли. Так, что-то это автомат. Погнали. Чего себе? Ого. Да тут целый арсенал, блин. Сейчас вот эти вот боеголовочки-то зарядить. Ну, что скажешь? Так что делаем? Опять застряли. Ну. И что? А чё этот никак не идет сюда? Надо ему помочь. Не, он походу не дойдет. Смотрите на него. Хи-хи. Иди давай.
Что скажешь? Хедшот. Пленный видно наверху. Очистить второй этаж! Скалета! Идешь! Я прямо за тобой. Хорошо. Ты куда Есть. ты шныряешь? О, МП-40. Немецкий. Дверь, Скалета! Выбивай! Arrenditi o gli faccio saltare il cervello! Вот так вот. Блин, ну вот мы его только что спасли. Какой в этом смысл? Сюда? Похоже, нам сюда. Пошли, значит. Погнали. Я его не вижу! А я тут крепко не желаю. Не болтай. Уговорил, поганец. Иди. Так. Один остался. Не один. Все. Черт, Отлично. не выгорит с балконом. Давай обратно внутрь. Стоп. Скалета внутрь! Сдохнем! Че, все? Altri fascisti! Arrivano altri fascisti! Portate i bossi! Черт, кто-то они нас обстреливают здесь. Скалета! Пулемет. Получше! Давай к пулемету! Ага. Если эти красавцы прорвутся, то все! Там еще есть взятки! Сейчас мы тут угостим всех. Блин. Машина взрывается? Нет. Походу нет. Смотри, что творится, а? Блин, как... Оба-на. Что случилось? Dicevo al mio amico di stare attento. Fregatene di fare attenzione, fai ciò che ti è stato detto! Немцы такие прорвались. Стреляйте, ребятки. Вы все меня знаете. Chi si crede di essere? Послушайте меня, война окончена. Credi davvero, Don Calò? Cacetto, un congeco hanno samaritato un Американцы пришли cucino. нас освободить. Они Chi è наши quello? Lo друзья. conoscete? Они избавят Lo нас от conoscono Муссолини. tutti. Don Calò è un uomo Его d'onore. все È uno знают, stupido Дон trucco Кало. degli americani, non ditemi che Если gli вы не будете credete. делать No, è глупости, davvero Don сегодня же Calò. вернетесь Ogni по tanto домам. dovresti ascoltare i Вам consigli ничего di не un ragazzo del угрожает, posto. это я вам гарантирую. Ci А rendiamo? вам известно, что мне можно доверять? Что скажете? Дон Кало, глава сицилийской мафии. В тот день сдался весь гарнизон. Почему? Потому что он так сказал. Дон Кало. Глава 2. Дом, милый дом. Блин, не успел прочитать спустя какое время. Я так думаю, 45-й год, когда война закончилась. Ну да. Через пару лет нации закатили мне пулю. Я немного повалялся в госпитале, а потом получил месяц отпуска и поехал домой. Напарник меня мой встречать Вита! будет. Я тут!
Жо! Хе-хе-хей! С возвращением, старик! Как ты узнал? У меня свои источники. Ну что, поехали? Ничего, тачка. По штату положено. Знаю, тебе свербит увидеть своих, но сначала по пиву. Конечно. Вот он, Empire Bay. Колись, скучал по нему? Ну а ты как думал? Не скажу, что тут прямо рай на земле, но где угодно лучше, чем в окопе. А что с погодой творится? Говорят, это самая холодная зима в истории. Но не волнуйся, стаканчик тебя сразу согреет. Кстати, Вита, сколько же времени мы не бухали, а? Года 2? Почти 3. Помнишь у Тони Сакелли? Ну, Вита, не путай. Последний раз мы пили, когда тебя провожали на фронт. После похорон твоего папаши. Помнишь? 5 минут разговора и опять на папашу моего свернули. Может, сменим тему, а? Ну так скажи, старик, как оно там было? Я даже газеты читал, чтобы сориентироваться, а ты же знаешь, как я ненавижу читать. Да, я знаю. Вы надрали задницу Муссолини, верно? Ну, типа. Нам слегка помогли. Есть такой Дон Кало. Нифига себе, Дон Кало, я про него слышал. Правда? А то! Я тут знаю таких, как он. Будешь на них работать, считай, что устроился. Нагадишь, ты труп. Зря времени не терял. Да уж, а тебе, говорят, дали медаль. Ага, сам патом вручал. Так ты настоящий герой войны. А потом что? Трахнул пару сицилийских телок и вернулся домой? Да, точно. Старая родина. А тут можно вообще трахать все, что движется, и всем плевать. Какая страна? Ну, за Соединенные Штаты и за возвращение. Салют. Салют, Чинтани. Ну, какими судьбами? Отпустили за хорошее поведение? Не, я поймал пулю пару месяцев назад. Чуток повалялся в госпитале, а теперь вот на побывке. Стой, погоди, ты что, обратно уедешь? А ты как думал, война еще не кончилась? Ты ведь туда не хочешь, нет? Нет, конечно, ну что ж поделаешь. Минутку, подожди-ка. Эй, Джузеппе, это Джо. Помнишь, на той неделе ты мне помог? Имя? Имя надо. Вита Скалетта. Спасибо, Джузеппе. Ладно, до встречи. Так, слушай меня. Выяснилось, что ты ранен намного тяжелее, чем казалось поначалу. И доктора говорят, что ты отвоевался. Что? Стой, ты что, ты... Говорю же, я знаю нужных людей. Бумаги все получишь завтра. Когда дело касается печати и подписи, это только вопрос денег. Ты шутишь, правда? Ха, не слишком рискованно. В случае чего сидеть-то мне, сам понимаешь. И деньги я откуда возьму? Я все устрою. Могу я тебе сделать подарок, а? И не волнуйся, бумаги будут чистые. Поверь. Ну, спасибо. Виски фигарит. Всегда пожалуйста. Камон, фратте, ты мне как брат родной. Теперь можешь подумать, чем займешься дальше. Конечно. Но сначала я домой. Ладно, подвезти? Нет, спасибо. Пройдусь, посмотрю, что изменилось, пока меня не было. Не вопрос. Передавай привет сестре. И заходи завтра, есть один разговор. Не верю, ты меня вытащил с войны. Спасибо. Не вопрос. Завтра поговорим. Так, на такси. Приехали. Да, спасибо, сдачу не надо. Фрэнк Синатра играет. Так, ориентироваться с помощью радара. Задача отмечается на радаре. Привет, Тебя какие дома новости? материт. Как дела, солдат? Я дома, так что все отлично. Ты на побывку или совсем? Это секрет. Что нового произошло? Честно говоря, немного. Все хотят, чтобы война кончилась. А еще говорят, это самая холодная зима в истории. Жаль, нечем тебя порадовать. Да, и мне тоже, да. Ладно, пока. Увидимся, старик. Старик. Так, не очень мне нравится, что так громко музыка. Давай ее вообще уберем. Так, настройки игры. Значит, субтитры давайте все-таки включим. Режим вождения.
Так, управление, обзор мышью, чувствительность, настроить клавиатуру VSAD, бежать, шаг, бег, кэпслок, карабкаться, пробел, красться, присесть, Ctrl, укрыться, Ctrl, шаг, бег, кэпслок, бежать, Shift, карабкаться, пробел. Карабкаться, пробел, укрыться, левый Ctrl. Блин, не очень удобно. Красться, присесть, С, огонь, перезарядка, действие, разбить окно, сесть, выйти, прицел. Так, убрать оружие. Карта, легкий удар, хук, уклониться, насмешка. Понятно, ну в принципе пойдет. Так, сейчас мы посмотрим, как тут у нас стрим. Стрим у нас окей. Погнали. Так, подлагивает что-то. Так, а тут у нас что? Что скажешь, мужик? Чего ты? Не ори. Эй! Keep looking beautiful. Мне домой надо. Я 100 лет не видел маму и Франческу. Ну ладно. Тебе чем-то помочь, солдат? Да не, спасибо. Ну пойдем. Посмотрим, как нас там дома встретят. Какие-то странные мужики тут ходят. The Ты чего Maltese делаешь, солдат? Falcon. Мальтийский сокол. Спусть, моя вина. Здрасте, мисс... Пита, это ты! Ты в такой красивой форме! Твоя мама наверняка тобой Бабулька меня гордится! знает. А как бедный Сальваторе Монтемаджоре? Как у него дела? Его бедная мама его уже неделю ждет. Я откуда знаю, кто это. Сэл пошел во флот, а я в армии. Это разные вещи. Заходи в гости, выпей чаю, Вита. Ты мне все расскажешь. Спасибо, но я спешу. Я только вернулся и хочу скорее увидеть маму и Франческу. Такая красивая выросла Франческа. Как ты еще замуж не вышла? Ладно, передавай привет маме, Вита. Франческа. Ох, чую. Будут с ней проблемы. О. Эй, Джорджи, ну ты что? Так и будешь сидеть под каблуком у своей бабы? О, значит, Джордж и правда у нее под каблуком, а? Ну, нам больше пива достанется. Пошли. Понятно. Мужика хотели позвать, жена не пустила. Чё, как дела, братан? Никак, ладно, не хочешь разговаривать. Вита. Ты чё там выглядываешь? Наши высадились в Ваниле! Спецвыпуск! Чё скажешь? Я тут в ледышку уже превратился! Просто... Ух ты. Так, ну пойдем. Все нас обходят стороной. Кто мне что сказал тут? Что это происходит? Оба-на. Классно люди живут, смотрите. Или это разработчики текстурки не замазали. Сначала домой. Прогулки потом. В такой дыре я живу. Идите по лестнице, мамина квартира там. Так, ну-ка, кто тут живет?
Джонатан Раза, Джордж Кох, доктор Сэм Прдоу, Генри Малина какая-то. Какой-то. Лейтенант Майк Селлингер, Майк Монти, Скалетта и какой-то там Дэн Оласмейкер. Непонятно кто. Вот, кошечка. Понятно, ладно. Не хочется не хочет со мной кошка знаться. Так, и куда мне идти? Сюда? Скалетта. Привет, мама. Я вернулся. Вита, Вита, сынок, ты вернулся. Я думала, никогда тебя не увижу. Мы с Франческой тебя так ждали. Сестричка, Так как дела? Иди сюда. Садись, садись. Ты же, Ну-ка, наверное, сестру покажи. голодный. Франческа тебе ужин хорошая. приготовила. Зуппа ди поло. Тебе полезно. А это не она была? Ого, вкусно пахнет. Ах, Случаем. папа твой не дожил до этого дня. Он бы так тобой гордился, Вита. Да, да. Вита, как так можно? Прости, мам, прости. А, Benici signore, cominciare che vado unta. Stiamo ricevendo provvide pure cucire che non hanno. так, Тебе нужно отдохнуть. Твоя комната ничуть не изменилась. Франческа, чё ж ты в таком убогом виде-то? Колхоз какой-то. Так, погоди-ка. А тут что за дверь? Это моя комната? С лошадкой. Да? Чё, надо Ну, спать? увидимся утром. Спи крепко, бомбино мио. Бомбина. Здесь жить нельзя. Надо что-то придумать. Ну да, в комнате с лошадью, если жить, это, конечно, такое себе. Так, смокинг. Что у нас еще есть? Белый. О. Не, ну это как-то солидно, серьезно выглядит. Блин, это какой-то шут гороховый. Тоже какой-то. Во! Байкерская одежда. О! Вот это перец. Вроде на нацист, правда, немножко похож. Фуражку поменять и все. Ну ничего, сойдет. Пойдем-ка. Так тебе когда обратно? Вообще-то, вроде не надо. Но мне Джо с этим помог. Джо, ты опять хочешь попасть в беду? Мама, ты хочешь, чтобы я опять попал под пули? Нет. Именно. Нет. Джо мне, наверное, жизнь спас. Обещай мне, что больше не будешь связываться с этим Джо. Знаешь, твой папа работал на одного человека из доков. Папа Лардо. Он из профсоюза. Найди его и работай усердно, как твой папа. Найди его. Обещай мне, что сегодня же с ним поговоришь. Ладно, мама, ладно, обещаю. Грация, Дио. Понятно. Так, отправляйтесь к Джо. Так, а где сестра-то? Че он тут? Пойдем хоть с ней побеседуем, что у нее как дела, а то я же не в курсе. Так, эта дверь куда? Ага, это на выход. Тут ванна. А где сестра-то живет? Я что-то не понял. Ее нет. Ну явно она не здесь спит, правильно? Сестра где? Так, больше никаких же нет дверей, больше никаких. Ну, ванна, это понятно.
Шапка, наверное, сестры моей. Так, ну пойдем. Пойдем. Чё это? Майк Монти. Не захотел нас видеть. А мне плевать. Простите. Мне Опа-на. плевать, хоть Найдем юбку деньги. последнюю Обещаю. продайте. Что тут происходит? А вот и Не сестра. лезь не в свое дело, дебил. Да ну. Да? Пойдем, А? малыш. Я отведу тебя в школу. О, как пугать женщин, так ты крутой, да? А меня слабо, а? Витя, пожалуйста, ты делаешь только хуже. Так. Так, я что-то не пойму, а почему я не могу? Не надо. Вита, что ты делаешь? О. Вита, прошу, не впутывайся. На. Так, спок. Не ввязывайся в неприятности, Вита. Не понял. Так. Вита, что ты делаешь? Да ты офигел, что ли, мужик? Во. Вита, прошу, не впутывайся. На ему. Джеки Чан. Эй, мать твою, Знаешь что? Вали отсюда нахрен! вы пожалеете. Вы оба пожалеете. Что происходит, черт возьми? Прости нас, Вита. Влезла куда-то. Мы не хотели тебя волновать. Чем? Чем волновать? Ну же, Франни, расскажи мне, в чем дело? Папа незадолго до смерти взял деньги в долг. Много. У ростовщика. Он надумал найти работу получше и отдать. Мы узнали после того, как ты ушел на войну. И сколько? $2000. Сколько? Черт. А хуже всего, мы должны отдать им все до конца недели, или долг снова вырастет. Такие деньги мне в порту не заработать. Кто этот тип? Я не знаю, мама не говорит. Все в порядке, Вита. Мы справимся как-нибудь. Не бойся. Я разберусь. Сестра похожа на него. да. Обещаю. Спасибо, Вита. Береги себя. Как-то надо нарыть 2 штуки и быстро. Джо наверняка поможет. Да, Джот он нам поможет, но он нас втянет в какую-то херню. Не, ну видок ничего, сойдет. Так, карта, тап. Отправляйтесь к Джо, бару Фредди. Отправляйтесь к Джо. Пешком идти? Странно, какие тут все люди зашуганные. Идут непонятно что. Что случилось с вами, народ? Ты только что спрашивала. Да черт тебя подери. Да кто тебя в задницу укусил, а? Ты 100 лет уже возишься, мне холодно. Что тут у вас? Холодно? Ну сиди в О, а машине. ты тут что стоишь? В машине тоже холодно. Давай, чини эту свою Томная бабуля. Брат, что они так ходят-то? Как будто выпустили всех из сумасшедшего дома. Наблюдение! Налетай на супер длинный ход. Что будем кушать? Хот-дог давай. Привет, Артем, привет. Ну, приходи, приходи. Пожалуйста. Ешь. Спасибо. Нифига себе ты жрешь. Свежие хот-доги! Никакой конины! Свежие Минус 20 центов. свежие хот-доги! Так,
Куда нам идти? Сюда, походу. Все молчаливые. Так. Тратория 71. Джо здесь живет. Какие интересные плакаты с пулеметом, с автомобилем. Так, и куда нам идти? Первый этаж. Тут что? Тут подвал. Это номер 2. А, это второй этаж, типа. Выход. Ну, это выход. А где этот Джо-то живет? Простите, мэм, вы не знаете, где живет Джо Барбара? Направо от лестницы. И скажи ему, чтобы больше по ночам не шумел. Не нравится? Пусть ищет другое жилье. Студия какая-то. Уиджи Белонго. Направо от лестницы. А, вот она. Я не вовремя? Нет, совсем нет. Заходи и поговорим. Вот же свинья. Я подцепил этих телок по пути домой из бара. Я тебя ждал. Так, девочки, закругляемся. У меня дела. Заходите завтра, продолжим с того же места. Топ-топ. Джой, ты что? Может, мы все вместе повеселимся? Веселье закончилось, крошка. Я сказал потом. Мы с Витой очень давно не виделись. Сколько всего надо обсудить. Похож, ты молодцом, Джой. Неплохо. Я тебе скажу, эта испаночка что-то с чем-то. Да ладно, как дела дома? 18+. Хорошо. Мама, правда, была не рада, когда я упомянул тебя. Ты ее знаешь. Хочет, чтобы я нашел честную работу. Будешь искать? Не знаю, но точно не буду повторять ошибки моего папаши. Мне нужно заплатить его долги, встать на ноги и найти себе жилье. Нужны хорошие деньги, а столько горбом не получишь. Да живи у меня сколько надо. Найдем мы тебе работу, где ты будешь зарабатывать и не убиваться. Звучит как музыка. Сейчас я живу на 20 баксов в неделю от дяди Сэма. Я знаю многих, которые отлично платят, так сказать, за риск. Чтобы я для старого друга ничего не нашел. Работяги, они же неудачники, точно. И не говори. Ладно, шаг первый. Познакомим тебя с Джузеппе и заодно заберем твои бумаги. Пошли. Вау, вот это кровать! Эй, не знаю, как у вас там в армии, но у нас так, один мужик, одна кровать, ладно? Ты издеваешься? Я разглядел этих твоих телок, так что даже за деньги к ней не притронусь. Ну да, тот еще проказник этот Джо. Нет, Артём. Особый мод, понятно. Ну а зачем? Это я тут буду спать? Ага, шикуй. На кухне. Ну, в принципе, ничего так. Чё, покурить есть где. Пожрать тоже. Series Body Acts. Что тут у нас? Ванна. Ну, ничего. Сквозная. Не, ну нормально так-то устроился. Так, а здесь что у нас? Сортир, понятно. Ну, пошли. Я согласен у тебя жить. Так ты подумал о том, чем заняться? Ты сказал, что представишь меня этому Джузеппе. Нет. Не прямо сейчас, а вообще. Там на фронте ты не думал о том, чем займешься после возвращения? Да не то чтобы... Ну, так, в общих чертах. Найти девушку, жениться. Да. Ну, а на эту ерунду у тебя еще времени вагон. А сейчас я тебе устрою настоящую жизнь. Да. Спасибо еще раз за бумаги об увольнении. Да чё, всего-то один звонок. Скажи спасибо Джузеппе, когда к нему заедем. Скажу.
Так. А, пойдем. Чё я бегаю-то? Пошли. Ты все равно быстрее не побежишь. Крыски бегают. Не, все-таки мне вид какой-то не очень нравится. Слушай, а можно... Что? Сесть за руль? На дорогах гололёда ты водить не умеешь. Джо, я за баранкой сидел почти все время. Это же не танк, это одна из лучших машин, какие можно купить за деньги. Причем тут танк? Я джип водил. Что такое джип? Это... Неважно, за руль пустишь или как? Ладно, ладно, вот ключи, только осторожней. Значит так, в такую холодрыгу надо газку поддать побольше. Это самая правая педаль будет. Я знаю, Джо, знаю. Ну, погнали. Конечно, не Need for Speed. Ничего. Хорошо, теперь направо, потом езжай пока прямо. Так. Погнали. Светофоров пока нет. Полегче, полегче, помедленнее, а? А то на ровном месте заметут. А, все-таки тут заметают. Эй, Окей. Витя, знаешь, что сегодня за день? День как день, откуда мне, блин, знать? День, когда ты станешь автовладельцем. С радостью, только не на что. Кто сказал, что ладно. надо платить? Что-то этот Джо слишком... Не, ну это понятно, что меня загребли за него. Слишком много услуг в один день. А, не, вон здесь светофор. Чё, давай. Поехали. Нет пока никого. Слушай, а ты не шутил. Тебя и правда научили водить. Хоть что-то хорошее от этой войны. Ага. Что такое? Заправка? А, заправка. Так, нам сюда. Правильно? Ух ты! Только глянь на эту цыпу. Отлично, Джефферсон 42. Красивая какая, прямо стыдно окно выбивать. Лучше подбери себе отмычки у Джузеппе. Да ну, какая-то стрёмная, мне не нравится. Такая длинная вся. Это для старух и для дедов. Не знаю, что-то. Вот это, мне кажется, лучше. Так, Джузеппе. Ага, он там. Пойдем к нему. Добро пожаловать в универмаг Джузеппе, рай для вора. У него, как в Греции, есть все, даже липовые разрешения на оружие и увольнительные для тех, кому надоело воевать. Эй, Джузеппе, я тебе клиента привел. Он свой, да? Так точно, свой в доску. Это Вита, мой давний друг. Это Джузеппе, лучший медвежатник в Empire Bay. Отставной только. Как дела? Бумаги для тебя? Да, для него. Они уже готовы. Та еще морока была, но готовы. Ну, спасибо. Это и правда выгорит? Армия тебя больше не побеспокоит, поверь. Видишь, что я говорил? Вот деньги. Бери бумаги, Вита. Классно. Еще нужен набор отмычек. Это да. И угадай, кто их купит. Так, отмычки 7 баксов. Смотреть что. Давай покупаем, что теперь. Грация. Можешь проверить прямо здесь. Вот. Держи замок. Надо просто сунуть отмычку в замок и поднять все крючки. Берешь ключ и зажимаешь крючки по одному. Когда отведешь все крючки, поверни ключ, и замок откроется легко. Так. Так, передвинуть язычок, зафиксировать я. А, дьявол. Стоп. Понял.
Все. До встречи, Джузеппе, сея Бенедика. Легко, да? У тебя получится. Я все время практикуюсь, когда ключ в машине Чем могу забуду. помочь? Больше ничего нет, да? Ладно, спасибо, мужик. Увидимся, Вито. Первый раз мне дядя Груз торрент устанавливал. Какой у тебя уровень в Стиме? Ой, я даже не знаю, Артем. Я без понятия. Выключить свет можно? Пойдем, так лучше. Ну что, ты все еще не против ее взять? Ты что, шутишь? Я влюблен. Ну тогда это твой шанс. Ну я с этой тачкой как-то не смотрюсь. Мотоцикл во мне. Блин, сейчас наверняка будем убегать. Так. Понял. Да что ты? Вот так лучше, я понял. Да что ты, ё-моё. Так. О. Подозрение в угоне машины! Ну, отлично, я так и знал. И что? Что нам делать? Валим, валим, быстро, быстро, быстро. А чё так медленно-то все? Давай, 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 погнали. Полиция хочет арестовать. Чё, мы так и будем ехать? Стой, где стоишь. Чё там достает? Так, я не понял, что случилось-то. Вот, наверное, тут он металл ехать. Так, и что? Столбы не... Блин, а чё за фигня? Так, это сталкивается. Подожди-ка. Может быть, я что-то сделал? Перезарядка, прицел, предыдущий убрать, карта, насмешка, за рулем. Сменить вид, ограничитель скорости, посмотреть назад, ручной тормоз, сменить вид, тормоз задний ход, газ. И все. Игра залагала. Да я понимаю, что я должен уезжать. А если я выйду? Вылезай. На выход давай. Может, я выйду, нормально будет? Кстати, не очень похоже. Как все медленно. Ага. Полиция хочет арестовать. Не, а чё случилось-то?
Переиграть задание давай. Да что такое-то? Это как так? Преследовать, там игра замедляется на пару секунд. У меня тоже такое было. Так, допустим, а что делать-то? Делать-то теперь что? Переиграть задание, продолжить игру. Ну-ка, еще раз. Блин, опять. Перезапустить игру, блин, ну... Продолжить историю. Или это не так работает? Походу не так. Надо полностью перезапустить. Блин, ну так неохота. Так, секундочку. Так нечестно. Ну-ка. До встречи, Джузеппе, сея Бенедика. Легко, да? У тебя получится. Я все время практикуюсь, когда ключ в машине забуду. У меня из-за этого бага температура у праца так поднялась до 70 градусов. Ну что, ты все еще не против ее взять? Ты что, шутишь? Я влюблен. Ну тогда это твой шанс. Так. Все. С первого раза теперь открыли. Подозрение в угоне машины. Ну. И все? Снова? Это все? Так, замечательно. Только немедленно машине. Так я не медлю. Что делать-то? Сейчас мы этого собьем. Не, ну классно, что могу сказать. Может быть, это, как сказать? Ой. Так, стоять, стоять. И И отлично. Супер. Ну супер, что могу сказать? Продолжить.
До встречи, Джузеппе, сея Бенедика. Легко, да? У тебя получится. Я все время практикуюсь, когда ключ в машине забуду. Давай-ка попробуем Ну что, ты все еще не против ее взять? Ты что, шутишь? разбить окно. Я влюблен. Ну тогда это твой шанс. Может быть, оно так получше будет. Погнали. Возможно, угонщик. Ну. Офигеть. Классно. Ну и как тут теперь делать? Офигительно. Радио играет нормально. Радио играет. Бах, конечно, классный. Да вот я выбил окно уже. Заглушите двигатели и выйдите из машины. Обязательно. Что делать-то теперь? Не буду же я в таком. Это как будто ты курнул чего-то. И вот так вот бегаешь. Классно. Может его ударить надо? Глядишь, оно и получится. Вон пистолет у него. Так, пистолетик забираем. Хватай пестик. Черт, копы, давай, О, давай, полезай. Понял. Ладно, вроде мы ушли. Ну и как тебе тачка? Неплохо. Пожалуй, возьму. Ну и что? Снова? Только что бах убрался. Чё за ерунда? Стоп. Ну-ка, выйдем. Выходим отсюда. Сейчас мы победим эту игру, я уверен. Так. Эту машину разыскивает полиция. Ну вот это не разыскивает, правильно? У меня еще, кстати, все горит выйти. Сюда-то войти нельзя? Нет. Зачем ты пистолет-то забираешь? Ладно. Придется действовать по-другому. Сейчас, секундочку. Не, ну, бывает, чё же, это игра.
Да. Так, вроде нашел решение, сейчас пробуем. Пробуем. Пробуем сейчас. Так. Сейчас. Свойства. Пробуем. Сейчас мы все сделаем. Но зато у меня нету этих DLC-шек. Жаль. Ну ладно. Так, Вегас. Загружаем конт отсутствует. Игра сохранена. Блин. Вот жопа. Нифига. Так, а если мы... Не получается. Блин, а я хотел со всеми DLC-шками все дела. 60 ГС, ВГ... Ну-ка, стоп. Теперь еще сейчас есть вариант. Решаем проблемы по мере их поступления. Классно. Не, ну игра старая. Глюки тоже старые. Сейчас мы попробуем сделать. Так, настройка. Настройки игры. Видео. Включить вертикальную синхронизацию. Так, а чё это у меня не убирается? Погоди-ка. Вот. Сохраняем параметры. Да. История продолжить. Пробуем. До встречи, Джузеппе. Увидимся, Витер. Легко, да? У тебя получится. Загинаем Я пальцы. все время практикуюсь, когда ключ в машине забуду. Загинаем пальцы, ребятки. Ну что, ты все еще не против ее взять? Ты что, шутишь? Я влюблен. Ну тогда это твой шанс. Так, давай разбиваем окно. Пофиг. Замки-то мы умеем открывать. Ну-ка. Возможно, угонщик. Ну. Жми на газ. О. Понял. Тут машину угоняет. Преследую. Ну так это еще не Все, конец. ништяк. Бросим, быстро. Так, еще одна, да? Тут у меня нападение на полисмена. Так, а куда ехать? Понял.
исчезли, да? Сейчас Ладно, вроде мы ушли. Ну и как тебе тачка? Неплохо. Пожалуй, возьму. Ладно, давай поищем мастерскую. У них специальный сервис есть. Самое то. Эй, за это ж платить надо. Не переживай, я все устрою. Какой Да добрый найди любой дяденька, а? сервис. Я знаю ихнего хозяина. Все за нас заплатит, только душу продай. Стоп. Проехали поворот, да? Блин, как сейчас тут людей не раздавить. Давай, 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 давай. Спокойно. Людей не будем давить. Сейчас мы. Давай, 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 колымага старая. О. Не надо нам, не надо нам. Черт. Все. Исчез уровень. Отлично. Вот мастерская здесь. Оказалось, надо было отключить вертикальную синхронизацию просто и все. Сюда? А, в гараж надо заехать. Кстати, управление туговатое. Стоп. И нас нашли. Придется опять уезжать. Да я пытаюсь научиться водить. Так. Ты смотри, не унимается какой, а? Блин, это все-таки достал, да? Так, уезжаем, уезжаем быстро. Все, отлично. Так, едем потихонечку. Соблюдаем правила по возможности. Так. Автомастерская. О. Как жизнь? Чем могу помочь? Так, что тут можно? Сменить номера, перекраска, увеличение мощности, починить. Сменить колеса, сменить номера. Меняем номера. Новые номера для тебя не вопрос. Артем, ну какой торрент? Ты чё? Эта проблема у всех есть, просто вертикальная синхронизация была включена. Я почитал, блин, тут у всех такая проблема вообще. Пофиг, какая версия. Персонализировать. Сменить номера, персонализировать. Номер в розыске. Вот, покупаем номера. Мы ее малость подкрутили. Что тут еще есть? Машину нужно починить. Форсировать двигатель. Починить машину. Машина отремонтирована. Блин, Сейчас это еще и устроим. ездить надо. Ваша машина станет как новая. Так, и что делать дальше? Сменить колеса. Давай сменим. Ищешь новые колеса? Выбирай, приятель. Да, ну, вот эти сойдут.
Так, все, да? В любое время. Отлично, теперь познакомим тебя с Майком Бруски. Может, у него работа будет. Ладно, где он? У него тут свалка на Риверсайде. Не пропустишь. Тут, блин, пытался и все сделать. И совместимость с этим. С Windows XP. И нифига. Эй, а это что за парень? Какой? Парень в мастерской. А, Томми, племянник одного кореша. Он Так. типа тихоня, но скажу тебе, танцует Щас. как зверь. Пару Эти недель тачки. назад видел, как Блин, он вот как пляшет в тут старом выезжать клубе в вообще? Остербей. Все тёлки с ума сходят. Я что, слышу намек на зависть? Ты шутишь? Мне-то зачем танцульки? Я же обаятельный. Ты слушай, как я девок снимаю, а то так и будешь сам с собой ночами дрыгаться. Например, у тебя в кармане зеркало? А то я себя вижу у тебя в трусах. Да, подкат, конечно, офигенный. Я пробовать не буду. Если бы я мог переделать алфавит, то я бы Т и Я поставил вместе. Ой, блин, перестань. Ну куда ты прешь, блин? Идиота А кусок. вот это верняк. Эй, детка, отличный прикид. Будет круто смотреться утром у меня на полу. И у тебя это работает? Ты знаешь, чем поговорить от поваляться отличается? Нет? Давай поедем ко мне, поговорим. У тебя проблемы, ты в курсе? Да. Такие подкаты, конечно, работают, я не знаю даже с кем. Поехали ко мне домой, поиграем в игру. Ты будешь дверь, а я тебя открою. Ну, это позор. Слушай, если у тебя висит 17, словами можно вообще не заморачиваться. А он, наверное, у него размер не такой большой, блин. И он, походу, компенсирует это таким вот дешевыми приколами. И опять же, даже если у тебя и висит, ты же не будешь его сразу доставать и показывать, да? Не важно, там 17 или 20. Ты же сразу не вывалишь, не покажешь, надо сначала же как-то поговорить. Будешь ходить и носить какие-то контейнеры. Подожди, Артем, подожди. Не торопи события, все по порядку, потихонечку. Ой, насмешил, аж прям до слез. Джо этот, с такими подкатами. Эй, поаккуратнее на повороте. Пару недель назад какой-то деятель пробил ограждение и утонул нахрен. Ага. Пишите в комментах, какие вы подкаты знаете 100%. Артем, у тебя есть 100% подкат? Хорошо, теперь направо. Желательно Хорошо, никого почти на не месте. Поверни направо. никого не сбить и ни в кого не врезаться. Это неохота потом от этих мусоров уезжать. Тихо. Вот и свалка Майка. Выезжай через ворота. Глянь, какие! Эй, привет, Майки, какие новости? Фу, Майк, ты бы хоть иногда руки мыл, что ли? Привет, Андрей. Можешь теперь ванну принимать. Эй, я работаю, а рабочий человек всегда руки замарает. И вообще, я их вытирал. И чем? Той же тряпкой, которой драешь туалет, а? Слесарюга? Засохни, ты кто тут, санинспектор? Или ты дела делать приехал? Дела, конечно. Это мой друг Вита. Вита, это Майк Бруски. Не пожимай ему руку, у меня мыла не хватит. Рад знакомству, Вита. Мы с Вита давние друзья. Он только что вернулся из Европы, и ему нужны деньги. Так что, думаю, он может помочь тебе с нехваткой запчастей. Я за него ручаюсь. Ага, ладно. Джо рассказал тебе о нашем левом бизнесе? Ну да. Мне нужны обычные машины, никакой роскоши. С каждой тачки получишь долю. Пригодяй сколько хочешь. Только не притащи копов на хвосте. Если они припрутся, я тебя знать не знаю. Понятно? Ясно.
Твою мать, Майк! Ты же мне все пальто залапал! Оно же больше тебя стоит! Не верещи, а то я тебе глаз на ухо натяну, истерик. Знаешь, сколько сейчас химчистка Господи стоит? боже. Да хрена! И еще не факт, Ты очистит ли. заткнешься? Вита, слушай, сегодня мне нужен Вальтер Купе. У меня просят детали, а машину я нигде не найду. Потому что не знаешь, где искать. Каждый раз, когда еду по Хантерс, вижу одну такую у бара, вроде «Одинокая звезда» называется. Это же Нигерский район. Буду там как прыщ на коленке. Слушай, я дам тебе 3,5 сотни баксов. Стоит того, а? 4. Ладно, идет. Ладно, Вита, давай пошли, андиаму. Все равно я пришлю тебе чек из химчистки. Давай, а я адрес поменяю, болван. Так, слушай, это твой первый заплыв, так сказать. Смотри, не облажайся, ладно? Вот, Вита, держи. На всякий случай. О, класс. Эй, Майк, можно я эту штучку проверю? Конечно, кайфуй. Вот мишень. Целься в ту развалину. Сейчас, секундочку. Кто мне тут? Космо, крутой стрим, только лагает, исправь. В смысле лагает? Спасибо, Космо. Что именно лагает? Вроде нет. Так, для прицела. Куда стрелять-то? По банкам? Расстрелять шины разбитой красной машины. Ага. Неплохо так, неплохо. Эй, Вита, ну-ка, ты в бензобак попадешь? Вот Артем говорит, что не лагает. Бензобак. Бензобак. Сюда? Нет. Где бензобак-то у нее? Спереди, что ли? Сюда имелся в виду. Находится над задним колесом. Я туда и целился. Потому что бензин остался. Но я знаю анекдот в тему про поляка, но не скажу. А, да, кстати, пошел ты. Ладно, хватит стрелять, работать пора. Чтобы убрать оружие. Так. Поговорите с Майком. А, езжайте к Джо. С Джо к пару «Одинокая звезда». Ну, погнали. Так. К Джо. Вот Космо, мне тут Артем показывает, что у тебя либо 12К стоит, либо нет слабый. Ну, я не знаю насчет инета. Хорошо, тогда выезжаем, как приехали, потом по шоссе на запад. Перебор. Через город не поедем. Так, включить радио. О, радио нам не надо. Все эти военные песни, они нас не очень возбуждают, скажем так. Здесь направо. Так, погнали. Ну и как тебе дома? Хорошо. Но будь я при деньгах, было бы еще лучше. Куда спешить? Знаешь, за деньги счастья не купишь. Убирайся к чертовой матери. Да я тебя просто дразнил. Про бабки не волнуйся. Эта работенка только начало. Скоро Артем, будешь я в не них знаю, купаться. какой уровень. Так что, Сент-Айленд все такая же дыра, как раньше? Нет, сейчас не так уж плохо. Хрена себе. Как это может быть? Все черномазые свалили на юг на зиму. Ясно, дыра дырой и осталась, Вик. Тебя не было всего пару лет. Этому району нужно куда больше, чтобы измениться. Они там плодятся как кролики. Что поделаешь? Стало даже хуже, чем в детстве. У них там что-то вроде банды родилось. Как их там за ногу-то? Бимеры, букмеры. Хрен их разберет. Что это такое? А, зашибись, прекрасно. Звери это! Дурь толкают и друг друга мочат. Вот и все дела. Тебя они не тронут. А если полезут, я не зря тебе пушку дал. А, кстати, теперь с оружием ходишь? Это еще зачем? Без него в нашем деле никак, особенно в этом долбанном месте. Да, блин, умеешь ты утешить. Ты в курсе? Не знаю, я вот смотрю сейчас. Вроде не лагает. Здесь налево.
Стоп, налево. Пропустил поворот. Смотрелся на трансляцию. Я и забыл, какой тут хороший район. Знаешь что? Вот буду богатым, куплю себе здесь домик. Только день как вернулся, а дом родной ему уже не нравится. Эй, что за наезды? Я просто любуюсь, ну и мечтаю. Когда я себе еще такое смогу позволить? Ха-ха, у тебя бутылка от шампанского, да внутри пива, друг мой. Не волнуйся, я помогу тебе. Да иди ты. Понял. Извините, я не специально. Права дали только вчера. Блин, хоть и старая игра, но топит процессор, я не знаю. Может, конечно, дело в кулере. Я купил себе на вон замену. та кремовая крошка. Осторожней. Сделай все быстро и уматывай. Если придется, выбей окно и вперед. Я буду ждать тебя у Майка. А если будут проблемы? Разберешься с ними. Считай, что это проверка. А провалишься, на фабрике есть рабочие места. Верно, просто спросил. Удачи, кореш. Увидимся у Майка. Ой, честно, Артем, не обращал внимания. На чем влияет этот уровень-то? Это какая-то избранная каста людей с высшим уровнем, чтобы перелезть пробел. Какого черта там делаешь? А, черт. Так, походу этому надо надрать задницу черному человеку. Все? Давай. О. Готов. Еще один. Ты, наверное, ничего с нами не будешь делать, да? Так. Эй! Эй, ты что делаешь, мазафака? Мазафака. Чё, надо, чтобы укрыться за препятствием? Так, а что мне делать? У меня же пистолет есть, да? Блин, все эти гангстерские разборки. Так, спокуха. Блин, дети еще. Ну вот дофига вы дали бы мне машину угнать и все. Все? Или еще кто есть? Вроде все. Так. Блин. Один настворчатый замок. Так, а мне теперь... Нет, ну ребят, ну зачем вы? Все. Вы меня не знаете, я вас тоже не знаю. Так, радио нафиг. Не, конечно, атмосферно, но, блин, боюсь, как мне потом за права не прислали. Я, может, вообще отрубить музыку? Чё я, правда, парюсь? Но, с другой стороны, блин, атмосферы нет. Ты глянь, они еще за мной едут, скоты. Придется от них отваливать быстро. И полиция, главное, не останавливает. Так, надо валить. По резкому. Тихо. Подруга. Редкое авто. Блин, как бы еще мы эти копари не засели тут. Ты смотри, а. О. Вот их и прессуйте там. А мне нечего ко мне цепляться.
Блин. Ты глянь. Оп. Хе-хе-хе. Вот за ними и езжайте, валите их. А меня оставьте в покое. Так, едем. Тихо. Да чтоб тебя. Нет, конечно, не современный автомобиль. Наверное, не современные автогонки. Так, вроде оторвались, да? Можно спокойнее ехать. Чтобы не попасться на всякий случай. Так, это гангстерские разборки похожи на то, как я летом с друзьями в войнуху играл. А чё, еще играют в войну до сих пор? По-моему, игры в войну заменили всякие страйкболы и лазертаги. Знаешь, наверное, что это, да, Артём? Страйкбол я, кстати, не играл. Вот в лазертаг я играл. Еще играл в это. Блин, забыл, как он называется. Ну, эти шарики с краской. Забыл, как называется. Ой, глянь, это там ушибы чистят. Эй, задание выполнено! Как все прошло? Расплюнуть. Вот только машина принадлежала кучке нигеров, и как ты уехал, они тут же попытались меня прибить. Наверное, бомбисты. Хантерс их район. Они несерьезные ребята, так, шпана. Шатаются по улицам, болтают херь, воруют херь и курят травку. Посмотрим, что тут у нас. О, мило, без пятен. Чисто. Откуда у шпаны деньги на такое? Наверное, сами угнали. Ну, хорошо. Сколько я там тебе за нее обещал? 600. Мне нравится твой друг, Джо. Вот тебе твои 4 сотни. Заходи еще, ладно? Снова вместе поработаем. Будь уверен, Майк. Увидимся, Майк. Я скоро снова зайду. Ладно, парни. До встречи. Вот твои 300, остальное мне за посредничество. В следующий раз ты сам по себе. Сойдет. Спасибо, Джо. Ладно, поехали домой. Я устал. Так. Этот чел, короче, у нас сотку-то отжал нашу. Я-то думал, 5 раз по 4 сотни я долг верну. Ну, поехали. А ты уверен, Артём, что здесь нет авторских прав? Вот, пейнтбол, точно. Хочу летом на пейнтбол. Ну, на пейнтбол, да, это интересно. Только аккуратнее надо, обязательно инструктаж. Следовать точно инструктажу и... Пита, нам нужно на шоссе. Безопасность. Да еду я. Не воняет. По технике безопасности обязательно. Ну что, работу выполнил и не облажался. Так держать. Да, но мне чуть башку не оторвали. Я что, выжил на войне, чтобы пропасть на Сенд-Айленде? Ну такая работа, парень. Что поделаешь? К тому же вряд ли ты еще чему обучен. Наверное, ты прав. Не переживай, все будет проще простого. Так, вроде нормально мы едем. Сильно ускоряться не будем. Так, что за тип этот Бруски? Майк полезный мужик. Ворчит много, но всегда какое-нибудь дельце докрутит. В основном с угонщиками. Вроде сидел когда-то, по-моему, с бензоколонками тогда химичил. Ты и правда его заставишь платить за химчистку? Не, спущу на тормозах. У меня с ним много общих дел, но и потом нрав у него тот еще. Мы как-то были на скачках, и один ирландец ему пиво на выигрышный билет пролил. Майк его так отделал, что чувак ослеп на один глаз. За десятку. Представляешь? По мне так урод конченый. С ними просто надо уметь вести дела. А я с такими ребятами дела крутил. Майк по сравнению с ними просто душка, увидишь. Борзый, короче, дедок.
Ну что? Тут где-то можно машину поставить? Не хочу красотку на улице бросать. И правильно, так что ставь ее рядом с моей в гараже. На улице прямо стада уголовников. А, район уже не тот, что прежде, а? Вот, Андерс говорит, что музыку надо убирать. Сейчас, кстати, уберем, да. Так, аудио, радио. Вот, радио убираем, музыка пускай будет. О. Че мы там? Так, держись, чтоб смысл машин припарковаться. А, мы же с тобой, друг, живем теперь, да? Ну пойдем. Когда в войнуху играешь против одногодок, вообще очень атмосферно. Нужно думать, просчитывать ощущения. Ну да. Не, вот интересно в лазертаг, кстати. Вот там вот, да, реально. Конечно, не чувствуешь, что там по тебе попадают, да, или что-то еще. Но в целом вполне довольно приближено к реальному. Особенно, когда вот берешь какую-нибудь снайперскую винтовку, да, она же там на батарейках. Прицел такой, вот прям реально ощущаешь себя на войне. Классно. Помню, было дело. Открывай хату свою. Чё? Или это не, ты не здесь? Лукас Малина. Блин, мы на третий... Нам на третий этаж надо, да? Я куда-то не туда пришел. Да. Если хочешь есть, жратва в холодильнике. Ну давай что-нибудь пожрем. Ты голодный, Вита? Нападай на холодильник. Спасибо. Холодильник. Как холодильник? Биллингтон. Что тут есть? Пивасик. Свифт кола, сэндвич. Давайте пивасик, что ли. Нормально. Ваше здоровье наполнено. Ложитесь спать на диван. Окей. Еще меня летом хотят по миру повозить. Куда поедешь? Глава 3. Враг государства. 45-й год, 14 февраля. Ну да, война еще не закончена. Снимите трубку. Да бегу, бегу. Дворец удовольствия Джо, говорит Вито. Вита, почему ты не пришел вчера домой? Я с ума сходила. Черт, я же Мама? маме не сказал. Я не знал, что ты знаешь номер Джо, и откуда ты звонишь? Ты поговорил с мистером Папалардо насчет работы? Да, он сказал зайти сегодня. Надеюсь, он найдет мне что-нибудь. Хорошо, Вита. Удачи, бомбина мио. Ладно, пока, мама. Ой, нехорошо маме врать. Позвонить, а куда я позвоню? Вы не знаете ни одного номера. Ну да. Так, а что я хотел? Я хотел переодеться. Переодеться. Здесь можно переодеться, да. Ну надо что-нибудь другое, потому что... Made Man. Костюмы и очки. Нет, это фигня. Красная куртка с рубашкой. Стильный ковбой нет. Это не ковбойский, это какой-то дирижер. Байкерская одежда. Так, еще что есть? Гоночный костюм. Ну, такое себе. Повседневная форма. Ой, не. Полевая тоже нет.
давай вот это что ли. Ну-ка. Нормально, сойдет. Так, а где наш... Стоп, взять журнал. Понятно. Показать легенду. Интересно, что это. А, глава 2, дом, милый дом. А, я понял, ты про эти, наверное, Артем журнал говорит. Греция, Италия, возможно, Бельгия. Нифига себе, Артем, молодец. Хорошо. Когда можно так? Так, что мы тут будем делать? Что можно, вернее, сделать? Блин, Лифан свой так и не убрал. Ну, вернее, не свой, а девчонки, то есть которой. Так, тут что можно сделать? Ничего. Ну, пойдем тогда на выход. Раз номеров мы не знаем. Что ты тут делаешь? Здрасте. А что, по радио ничего хорошего? Не лезь в чужие дела, пацан. Пацан? Бабка-то дерзая. Ну, хотя они в основном... Ага. Что случилось? Что скажешь, дед? Билли Браун какой-то. Ну говори, чё? Эй, приглуши эту дрянь! Ладно. Не наше дело, пофиг, нам не мешает. Возьмите свою машину, пойдем. Турция 100%. Он хотел дома остаться, провести все лет на улице. Ну, Артем, это зря. Сменить машину. Ох ты, косак. Вот это вот. Вот это аппарат. И это тоже роллер GL300. Так, это типа купить можно, да? Чинить машину. Сменить. Ты смотри, какие машинки есть. О! А можно ее взять? Пойдем, говорит, свою машину возьми. Поедем на своей. Так. Куда нам надо? Блин, далеко. Отправляется в доки с Сауспорта к мистеру Папалардо. Поехали. Блин, долго ехать придется. Нет, поездить по миру это наоборот, если есть возможность ездить. Потому что потом кто знает, что у тебя и как будет. Это ж классно. Смотреть, как другие люди живут. Это реально. Я вот хочу. Я за границей не был. Отдыхать ездил вообще только один раз в Лазаревское. И все. Кстати, я съездил, мне понравилось. Так не хотелось оттуда уезжать. И вот, знаешь, какое ощущение реально крутое, когда ты уезжаешь отдыхать? Я расскажу сейчас одну историю, пока еду. Вот ты приезжаешь туда, и вот реально тебе никто не звонит, телефон там, твой номер там не работает. То есть никто не звонит тебе, не пишет. Ты предоставлен сам себе. Делай, что хочешь. Хочешь — ешь, хочешь — не ешь, хочешь — спи. Захотел — пошел на море. То есть... Не, ну реально там, естественно, не одному надо ездить, а лучше там с какой-нибудь там компанией, там, с друзьями. Вот. И вот это вот реально непередаваемое ощущение, когда тебя ничего больше не гложет, кроме отдыха. То есть от тебя никто ничего не требует. Ни работа, ни учеба, там, ни какие-то там обязанности повседневные. Это реально кайф. И вот когда ты уезжаешь оттуда, вот реально как будто ты побывал в каком-то другом мире. Вот, еще у меня одна история была не очень приятная, когда я поехал отдыхать. То есть я реально выбрал один год, когда я поехал отдохнуть, но у меня... Я только приехал, то есть один день я побыл, вечер уже мне звонит мама и говорит, что дед у меня умер. Ну, естественно, я бы в любом случае не смог бы... Не, я бы, конечно, мог бы сорваться и
быстрее побежать на похороны, но в итоге не стал. Конечно, поездка была немного испорчена тем фактом, что такое случилось, да. Естественно, я когда приехал, ну, мы договорились, что срываться я не буду, что какой смысл. Раз уж поехал отдыхать, то поехал. Вот. Я как-то постарался от этого от всего абстрагироваться. Но в любом случае это было очень неприятно. Уж не знаю, как на это дед отреагировал, но отреагировал, я теперь уже и не узнаю. Вот так вот. Там не покупают, там все бесплатно. Я на роллере всегда катался. А, ты имел в виду про гараж, да? Что не покупают. Офис шефа наверху. Ну, пойдем. Я 2 раза уезжал отдыхать. Ну, куда уезжал? Какой толстый дяденька. Итальянец видно. Сразу. По усикам. Дверь прикрой, тянет. Чё надо? Ну, я ищу мистера Папалардо. На? Зачем? Меня зовут Вито Скалетто. Мой отец работал на него, а я ищу работу, вот и пришел сюда. Ты по адресу, красавчик. Федерико Папалардо к твоим услугам. Зови меня Дерек. А я помню твоего отца. Хороший мужик, но пил как рыба. Как он поживает, кстати? Он умер. А, ну, когда-нибудь все там будем. А, Стив? Да, Дерек. Так тебе нужна работа, да? Серьезный пацан. Ну, тебе повезло. Тут товар привезли, надо грузить. Стив тебе все покажет. Теперь марш, мой стейк остывает. Пошли. Приятного аппетита. Так, ничего тут нет. Блин, ну плакаты одни и те же. Ну, разработчики, хоть бы что-нибудь другое, что ли. Ой, это кто? Январь. Не, на лицо, к сожалению, не узнаю. Может быть, и знал, но забыл. Дверь закрывать не буду. Сам закроешь и встанешь. Я тебе тут что, обслуга, что ли? Да иду, я иду. Чё Видишь ящики? Грузи в тот грузовик. Закончишь, получишь 10. Потеряешь или сломаешь чего, получишь шиш. Начинай и не возись весь день. Какой грузовик? А, вон тот. Блин. Сразу ты... Так. Ничего. Походу я сейчас что-нибудь уроню, я прям чувствую. Побегать нельзя? Побыстрее. Так. Дверь открыта, есть в МДЛ, можно просто уйти. Да ладно. Стоп. Да уж, это будет ну очень весело. Кому вообще нравится таскать коробки целый день? Да никому не нравится. Не, блин, ну за 10 баксов, конечно. Так, там винограда могу выращивать. Не, ну просто уйти. Что значит уйти? Так, а что там за красный треугольник говорит? Что случилось? Ты. Пацаны что-то делают, забивают. Так что, мне реально надо все подгрузить? И это за 10? Они издеваются. Не, ускориться, к сожалению, нельзя.
Может, можно как-то по-другому перетаскать? Не, ну реально же не буду же я все таскать. Это же скучно. Так, ну походу, если я ушел, то я ушел, да? Ну, ты все. Да, я все. И 10 себе оставь. Я искал работу, а не куда продаться в рабство. Как скажешь, тогда катись отсюда к черту, чтоб больше я твою рожу тут не Не видел. волнуйся. Я раз в 100 больше заработаю в Барбара Инкорпорейтед. Стой, ты сказал Барбаро? Джо Барбаро? Да. Да, и что? Черт, знакомцы Джо не будут таскать ящики за 10 баксов. Кали, что ты затеял? Пошли со мной. В смысле? Чё-то не нравится, куда ты меня сейчас ведешь. Дверь еще закрыл, чтоб я не убежал. Теперь что? Парень ручной не доел, труд что? не любит. Еще. Какого хрена? Говорит, что знает Джо Барбаро. Чушь. Кто захочет таскать ящики, если знает Джо? Попробуй-ка мне это объяснить, сынок. Выкладывай. Ну, мама просила меня поискать у вас честную работу, но мне нужны серьезные деньги, так что это не вариант. Чёртовы бабы. Все одинаковы. А, Стив? Да, Дерек. Не хочет, чтобы ты отирался с Джо, верно? Моя была такая же. И глянь, что из меня вышло. Глава профсоюза. Весь грёбаный порт в кулаке держу. И как там Джо? По-моему, неплохо. Как вы познакомились? Ну, мы с детства дружим. Я только вернулся с фронта, и он меня поддерживает, пока я не встану на ноги. Слушай, ты пойми, человеку на моем месте нужна осторожность. Конечно. И чё? Значит, ты не против, если я позвоню Джо, а? Да, пожалуйста. Куда я дел его номер? А, вот. Ты чё затеял? Ну, сейчас мне Джо не позвонит, наверняка. Может, его дома нет? Было бы обидно. Хай, Джо. Это Дерек. Слушай, у меня тут один тип. Как тебя звать-то? Вито. Вито. Ищет работу, говорит, что он твой приятель. Добрый друг. Я просто хотел проверить. Ну да. Ну да, герой войны и все такое. Ладно, спасибо. Позже поговорим. Извини, проверить-то надо. Джо говорит, ты только что из Италии. Наверняка себя в обиду не дашь. Если хочешь настоящих денег, у меня как раз есть дело. Ребята здесь в порту должны платить каждый месяц парикмахеру, но половина чихать на него хотела. Надо, чтобы их кто-то расшевелил. 10 срыла. А если им не нужна стрижка? Ну, тогда тебе придется их переубедить. Понял. А если кто-то поднимет шум? Тогда выбей из них дурь. Скажем так, проучить можно, но чтобы они могли после этого работать, понял? Потому Стив этим и не занимается. А, Стив? Да, босс. Собери не меньше 250 баксов и получишь полтинник. Просто за прогулку, свежий морской воздух и общение с людьми. Легкие деньги, а? Что скажешь? Да, уж это получше, чем таскать ящики. Ну ладно, приступай. Блин, я бы лучше бы к этому мужику пошел. Тачки бы на него угнал бы. Закрыть дверь. Ой, ладно, пошли. 50 баксов. Сраный. Так, что у нас? Соберите с докеров деньги для Дерека. Ну, походу здесь же, да? Я собираю плату за услуги парикмахера. Я как раз шел платить. Он, в общем-то, неплохо стрижет. Ну,
Спасибо за сотрудничество. Эй, приятель, Дерек собирает деньги за парикмахера. Опять? Да я к нему не хожу даже. Вот, отдай своему грабителю. В следующий раз не затягивай, ага? Спасибо. Так, а с этим опять надо поговорить? Нет, этот уже был. Ладно. Так, Дерек собирает деньги за парикмахера. Ты не по адресу, парень. Меня жена стрижет. Это мило, но пока ты работаешь здесь, будешь стричься, как скажет Дерек. Ладно, ладно, хватит. На, подавись. Рад, что ты решил одуматься. Угу. Ну, этому стричься точно Эй, не приятель, надо. Дерек собирает деньги за парикмахера. Слушай, кретин, я не в духе. Шел бы ты куда подальше, пока цел. О, да это Не же выйдет. Дерек хочет денег. Агент Идет Фьюри. Нахер. Что этот жиртрест мне сделает? Убьет? Это ты сказал, не я. Ну так попробуй, ты уродец. Понятно. Так. Наверное, больно. Лови его! Так, спокуха. Убей его! Береги! Все. Или нет? Фаталити. Раша Кул. Привет, Кого Раша еще? Кул. Есть гребаные претензии насчет гребаной стрижки. Деньги все сдали быстро. Он уже заплатил. Так, эти все заплатили. С него я уже стряс. Да? Когда это? С тебя тоже. Где еще? Нет, этот уже был. В смысле уже был? С него я уже стряс. А, типа со всех я уже собрал. С него я уже стряс. Ну пошли, пошли. 50 баксов. Вот денежки, босс. Молодец. Вот твоя доля. Я видел, как ты Билла обработал. Ты хорош. Стив пробовал, но ему чуть задницу не надрали. А, Стив? Да, Дерек. Вот тебе сверху за Билла. Спасибо. Он меня уже так достал. А теперь вали, парень. Мне пора за работу. И передавай от меня привет матери. Скажи ей, что я взял тебя в помощник. Да, обязательно. До встречи. И Вита, чуть не забыл. Звонил Джо, сказал, что ждет тебя у Фредди. Угу. Езжай к бару. Так. А, не сюда, нам в другую сторону, да? Окей. Чуть зима уже пошла, что ли? Так надо приодеться к зиме-то. Тихо. Ну, подумаешь, там фонарик один разбили, ничего страшного. Да, уже зима, надо зимнюю резину ставить. Да не боись, вас я не перееду. Да, взял. А я не пойму, у героя у самого какой-то каких-то принципов, неужели нет? Не, ну я понимаю, сейчас стоит на кону стоит семья, да, постепенно денег заработать, просто других людей долбить, с них деньги трясти. Должно же быть какое-то
какие-то принципы у главного героя. Не, я понимаю, что он не убил, он просто деньги. Спасибо. Что он просто деньги трясет и все. Хотя так, в принципе, весь мир-то и работает. Ты работаешь, платишь, тебя принуждают что-то делать, платить налоги, ходить по каким-то заведениям, по всяким Росреестрам и так далее. Там платить. Это просто легальная мафия, да, у нас в жизни, когда заставляет за все платить. Как дела, Рашику? Блин, автобус. Так, далеко еще нам ехать? Чуть осталось. Города, кстати, в играх специально не называют так, как в реальности. Но по факту это, наверное, Чикаго все-таки. Потому что даже Чикаго у нас был расцвет мафии в 30-40-е годы. Чикаго, Нью-Йорк. Но это на Нью-Йорк не похож, потому что слишком дома маленькие. Нью-Йорк все-таки был побольше. И здесь я. Так, где нас он ждет? Здесь, походу. Так, и где он наш? Тут что ли? Нет. Привет, как успехи? Не, мы пить не будем, мы... Так. Бильярд. Наверное, второй этаж. Езжайте к бару Фредди в маленькой Италии. Использовать автомат? Нет, автомат мы тоже использовать не будем. Нам бабло дороже. Странный, конечно, флаг. Вот он. Эй, где ты вообще был? Я приехал сразу, как ты позвонил. Что происходит? Помнишь серьезных ребят, которых мы пацанами видели? Да, что? У нас стрелка с одним из них. Его зовут Генри Томасино. И, по-моему, дело будет серьезное. Чего, правда? Ну да. Хватит заниматься всякой ерундой. Пора провернуть настоящее с короля. Вот он идет. Смотри, чего не ляпни. Эй, Генри, как дела? Хай, Джо. Это он? Да, это Вита, мой старый друг. Рад познакомиться. Ручаешься? Как за себя самого. Доверяю полностью. Ну тогда слушай. У меня для вас есть одно дело. За хорошие деньги. Мне нужны талоны на бензин. Их сейчас выдают мало, и они в цене. Где их возьмем? В управлении по регулированию цен. Это же федеральное агентство. Не слишком рискованно? Что? Слишком круто? Нет. Просто думаю, как нам это провернуть. Ну, это несложно. Ночью талоны хранят в сейфе, но ключи наверняка где-то неподалеку. У тебя там кто-то есть? Да, у одного из моих. Там сестра. Она нам поможет? Спроси ее сам. Ее зовут Мария Аньела. Вот вам адрес, скажи от меня. А с сейфом что делать, если ключей не будет? Ваша проблема. Сколько платишь? За талоны на 10 тысяч галлонов плачу 600 баксов. Ладно, мы в деле. Нет, Вита пойдет один. На Джо у меня другие планы. Ну, что скажешь, Вита? Конечно. Да, и пушку не забудь прихватить. Никогда не знаешь, как обернется. Лучше перебдеть. А копишь? Стоп. Это вам не винный магазин грабануть. Мне нужна чистая работа. Пришьешь кого, получишь треть. Копишь? Да, я понял. Нет проблем. Ладно, когда закончишь, приходи сюда за расчетом. Ладно, пока. Удачи, Вита. Ох, чую, ровненько-то не будет. Ровненько не получится. Мария Аньела в маленькой Италии. Мария Аньела. На квартиру. Сестра его. Я так думаю, что-нибудь срастется с ней у меня.
просто же так. Сестра тут задействована. Давай, давай, газуй. Да еду я, ну чё, ну тачка же неповоротливая. Кстати, тут везде этих понакидано точек всяких разных. Там да, припаркуюсь вот здесь. Я думаю, тут за неправильную парковку нам штраф никто не выпишет. Так, и куда нам сюда? Нет. Смотрите на табличку рядом с дверьми, чтобы узнать, где живет Мария. Вот она. Да, в чем дело? Здравствуйте, мэм. Я от Генри Томасино. Ну, это, Он наверное, сказал, не что Мария. вы можете помочь мне с одной проблемкой в управлении по ценам. Да, я слышала. Что тебе от меня нужно? Мне надо туда попасть. Ладно, знаешь что? Моя сестра сейчас в больнице. Если подвезешь меня туда, я расскажу тебе все, что надо знать. Это напротив управления, так что тебе практически по пути. Да, без проблем. А он точно про сестру говорил? Закрывай дверь. Так, тут только постучать никому. Пойдем. Пойдем, тетка, отвезу тебя в больницу. Связан с... Слушай, иди сюда. Иди сюда. О. Кого-то там уже лупят во всем. Ты идешь? Давай, садись. Точилу. Бабуля. Георгич, всем взаимная подписка. Георгич, ну не надо. Ладно, поехали. И аккуратно за рулем, ладно? Знаю я, как водит нынешняя молодежь. Хорошо, бабуля. Ладно, малыш, тут на ночь запирают основательно, так что лучше иди с черного хода. А там что, открыто по ночам? Нет, зато подвальное окно всегда открыто. Влезешь через него. Тебе нужен сейф, да? Как вы догадались? Случайно. Он на верхнем этаже. Там же кабинет Бабуля директора. шарит. В кабинете ключи. Ладно. Я залезаю в окно с черного хода и иду наверх в кабинет директора, так? Верно. И будь осторожен, по ночам там охрана. Не попадись им. Окей. Бабуля, как скажешь. Тут игра, походу, сама немножко подлагивает. Да спокойно ты. Я ж тебя не задавил, ты сам смотри, куда прешь. На дорогу вылез. Бабуль надо в больницу отвезти. Далеко ее везти-то? Далеко. Оп. Да спокойно. Тут бабуля едет. Не, по тротуару погонять, конечно, не получится. Неохота на хвосте этих. Пэр General Hospital. Ладно, высади меня вот тут, у больницы. Тебе прямо через дорогу.
Спасибо, что подвез, малыш. Спасибо, Мария. До встречи. Пока, бабуля. Так, через дорогу, да? Управление по регулированию цен. Стоп. Мне же сказали через дорогу. Я думал туда. Я карту не посмотрел. Ну ладно. Черт, тачка у меня начинает разваливаться. Неохота чинить. Да и не будет, не надо деньги тратить. Сюда паркуемся. Не входить. Но это явно не для нас знак висит. Через окно. А где охрана? Так, никого не убивать, окей, через окно. Пригнуться и двигаться скрытно. Найдите путь внутрь. Сюда, может, куда-нибудь? А, вон окно. Так, не попадитесь охране на глаза. А их кто в сортир зайдет? Блин. Не нужна мне пушка. Пушка мне не нужна. После дождичка в четверг. Помолчи-ка, я кроссворд решаю. Чтобы бесшумно вырубить охранника, нажмите. А, я понял. Малина. Пойду-ка сделаю обход. С катертью дорожка. Сейчас сюда зайдет, да? Такс. Туалет. Так, где охранник-то? Аккуратно, аккуратно, идем, идем. Тот пока меня не видит. Это хорошо. Так, какие планы на выходные? Вырубать. Ну, посижу дома, посмотрю этот телевизор. Ты купил телевизор? А то, мужик, он же как тачка стоит. Откуда столько денег? Там несколько. Лу, дядя Мэри, умер пару месяцев назад и оставил чуток денег. И ты купил себе на них телевизор. Так, а мне надо куда-то вот сюда, да? Сюда, походу, мне надо. Так, вот кабинет директора. Здесь должен быть ключ. Ключ, ключ, ключ. Ключи на столе. Ага, вот ключ. Теперь нужно открыть сейф. Найди сейф и укради талоны. Конечно, вот эта вещь, я понимаю. Черно-белый экран, 7 дюймов, все 3 канала ловит. Ух ты, звучит здорово. Ты покупать не будешь, что ли? Мне хватает газет и радио, спасибо. Блин, меня это видит, ваше да? телевидение просто мода. Еще посмотрим, сынок. Что об этом думает Мэри?
ну, она его еще не видела. Черт, он меня, наверное, сейчас засечет. Свет тут никак не вырубить, да? А, не, он ушел. Он ушел. Черт, быстро надо. Куда идти? Он меня прижал, я запер! Прикройте, перезарядка! Куда идти-то? Тебя как следует отлюбят. Такой был хороший день, а потом ты пришел. Ладно, бегом. Открываем быстро. Блин, еще и в сейф взламывать тут. Нет, сигналку я не отключил. Давай быстрее забирай дела свои. Не знаю, где я. На выход. Ага, ага, ага. Так. Бегом отсюда, бегом. Полиция Empire Bay, вы окружены. Выходите с поднятыми руками, сдавайтесь немедленно, или мы откроем огонь. Черт. Нет, нет не получится. Так, здесь я, да? Конечно, вот эта вещь, я понимаю. Черно-белый экран, 7 дюймов, все 3 канала ловят. Ага. Ух ты, звучит здорово. Ты покупать не Так, будешь, а что где ли? сигналку-то Мне хватает отключать? газеты, радио, спасибо. Это ваше телевидение просто мода. Еще посмотрим, сынок. Что об этом думает Мэри? Она его еще не видела. Блин. Ладно. Надо что-то придумать. Пока не знаю что, но что-то надо. Конечно, вот эта вещь, я понимаю. Черно-белый экран, 7 дюймов, все 3 канала ловит. Ух ты, звучит здорово. Ты покупать не будешь, что ли? Мне хватает газеты, радио, спасибо. Это ваше телевидение просто мода. Еще посмотрим, сынок. Что об этом думает Мэри? Так, ну этот вверху. Она его еще не видела. Сейчас что-то сделаем здесь. Идет этот чё? Идет. Сюда идет. Чё, он ушел, нет? Чем дальше, тем интереснее. Ну, она поехала к матери на север. Понятно. И как? Куда Что он ты идет? смотрел на своем новомодном телевидении? Да больше мультики. Сейчас там мало что показывают из-за войны. Мультики. Столько денег угрохал на мультики. Давид сказал, что после войны они будут еще показывать бейсбол и футбол. После дождичка в четверг. Слушай, я тут смотрел эти мультики и вот подумал. Потихонечку, потихонечку. Вещай, Эйнштейн, послушай. О. Так, отлично. Пробрались.
Раз, два, 3. Забираем. Первый этаж, там есть подвал и плейбой. Тукоши Геймс, привет. Так, я понял. Такой был хороший день, потом ты пришел. Полиция Эмпайр Бэй, вы окружены. Выходите с поднятыми руками, сдавайтесь Не, я не немедленно, уйду, или мы наверное. откроем огонь. Не уйду. Или уйду. Не уйду. А, вот тут еще что-то есть. Дайте уйти мне, дайте уйти. Так, бегом, 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 бегом. Куда валить? Нет, явно не сюда. Где выход на улицу? Я пришел. А, вот, стоп. Вот еще что-то. Печка какая-то. Угли. Так, так. Бегом, бегом отсюда. Меня никто не видел. Все хорошо. Блин, а у меня машина далековато. Возвращайтесь в бар к Фредди. Надеюсь, меня тут не заметут. Погнали. Так, я тут нормально, я еду. Правильно, меня никто не заберет. Так ведь? Отлично. Не, ну в принципе... Стоп. Тут много полиции, нельзя сейчас тут буянить. Блин, подвал, ну извините, я хотел пройти все-таки без ущерба. Поэтому пришлось бегать просто. А так я бы, может, и взял журнал там какой-то. Ну, может, потом возьму. Может, потом же как-то же есть возможность. А, стоп. Бар-то здесь. Чё там скажет мне дружок наш? Все я правильно выполнил? Ну, и как успехи? Ну, все пошло не по плану. Я ничего не мог поделать. Мы договорились, да? Если будет пальба, ты получишь только треть. В смысле пальба? Хорошо. О, черт. Что не так? Еще как, мать твою, все не так. Ты припер талончики со сроком действия. Он истекает завтра. Ну и что это вообще значит? Значит, они нахрен никому не нужны будут. Хотя постой. Ты меня дуришь. Если развести их по заправкам до полуночи, их можно проштамповать и погасить. Развести их по всем заправкам в городе. Тебе надо успеть до полуночи, или мы в заднице. Не продашь вовремя, не получишь ничего. Постой, мы так не договаривались. Ты ничего не сказал о сроке действия. Вот ну, именно. дерьмо случается, да? Слушай, если ты это провернешь, я тебя не забуду. Так что бегом. Чем быстрее их свалишь, тем больше получишь. Вот черт, а. Так, а чё у нас там до полуночи? Нифига себе, это сколько? Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8 точек. 8 точек надо. Кошмар. Ну, поехали.
Я думаю, сейчас быстренько развезем. До Пока, полуночи. До полуночи. Свои машинки-то. Подожди-ка, я же вроде маркер поставил, нет? Ставить маркер, показать легенду. Так, ну поехали сюда, наверное. Вот. Погнали быстренько. Черт, надо сейчас быстро рулить. С обычной скоростью это не получится. Это реально очень быстро. Что здесь? Эй, у меня тут пара лишних талончиков. Надо? Ну да, конечно, надо. Хорошо, Давай. держи. Деньги вперед. Да, конечно. Держи бабло. Спасибо, друг. И ты... Так, едем дальше. Сюда едем. Прям сразу. Ты меня не видел. Ой, извини, друг. Извини, я тебя не видел. Так, вперед, вперед. Блин, надеюсь, я успею. Черт возьми. Дурит меня этот хрюндель. Решил, наверное, прокатнуться на мне. До полуночи, офигеть. Как же надо гонять-то? Чтобы до полуночи все развозить. По тротуарам, что ли? Стоп, вот он. Эй, Давай. Хочешь купить несколько талончиков? Конечно. Но это строго между нами, хорошо? Не вопрос. Сам только не болтай. Конечно. Меня устраивает. Так, а теперь... Сюда надо. Как я проеду-то вообще? Чё не показывается нифига? Ваш маркер отображен на радаре. Ехать-то куда? Понял. Не, блин, за такой короткий срок я точно не успею. Кто-нибудь выполнял эту штуку? Да что ты? Поехали, машину не жалеем, нам нужны бабосики, тем более он сказал, он нас не забудет. Хотя... Есть, едем. Так. Блин, ты сраный, куча поворотов. Машина еще не поворотливая. Надо, наверное, другую был тачку брать на это задание. Я прав или нет? Хотя у меня же других-то нет. Как бы чисто теоретически, если не брать те же машины, что есть в гараже, у меня же других тачек-то нету. Ух ты, вот это вот я дал. Так, едем. Ну, побыстрее. Я хочу пройти. Блин, реально как... Ага, заправка. Как в Need for Speed. Слушай, Чё у меня есть скажешь? лишние талоны на бензин. Хочешь? Они твои. Дешево. Да, отлично. Годится. Хорошо, держи. И никому не болтай об этом, усек? Так, окей, сюда теперь едем.
Ясное дело, приятель. Строго между нами. Смотри у меня. Смотри у меня. Так, столбы не сшибаем. Едем быстренько, скоренько. Мы так рассчитали маршрут, чтобы, так сказать, поменьше ездить и побыстрее. Я думаю, я успею. Если, конечно, тут таких вот мега задротских поворотов не будет. И всяких там, когда нужно один мост, через один мост все везде ездить. Так. Тихо, тихо. Едем потихоньку, помаленьку. Где эта сраная заправка? Вот она. Эй, давай хочешь быстрей. купить несколько талончиков? Конечно. Но это строго между нами, хорошо? Не вопрос. Сам только не болтай. Конечно. Меня устраивает. Так, есть, да? Теперь, блин, теперь сюда. Рулем побыстрее. Погнали, погнали, погнали. Вопрос не на жизнь, а на смерть. Едем поскорее, быстрее, колымага, педаль в пол. Лошадь и то быстрее ездит, бежит. Нет, тачка бы еще бы управлялась бы получше. Можно было бы как-то более-менее успевать. Я надеюсь, что я успею. Сколько там, 4 места или сколько осталось? Так, раз, два, три, 4. Блин, последнее надо прям чуть ли не бежать. Пофиг тут на эти тротуары. Так, вот она заправка. Быстрее давай. Эй, у меня тут пара лишних талончиков. Надо? Ну да, конечно, надо. Хорошо, держи. Деньги вперед. Да, конечно. Все, продали, погнали. Разворачиваться надо, да? Держи бабло. Спасибо, друг. Нет. И ты меня не видел. До полуночи. Талоны. Погнали, погнали. Ах, ты ёпта. Ладно, пройдем здесь. Я думаю, там не сильно много мы. Не сильно много мы, так сказать, увеличим свой путь. Не намного. Так, едем, скорее, скорее, скорее. Тачку в хлам разобьем, на гулету довести надо. Тачка там нам особо не нужна, это колымага развалюха. Так. Черт, времени мало вообще. Я, наверное, не успею нифига. Сколько еще ехать? Ё-моё. Ехать очень прилично. Сейчас еще врежемся куда-нибудь. Не успею. На всех парусах еду. Так, ребят, я вижу, что вы пишете, но, блин, мне, с вашего позволения, мне нельзя отвлекаться на дорогу. Эй, быстрей. Не интересуют лишние талончики? Конечно. Где ты их взял? Хотя, пожалуй, мне этого лучше не знать. Умница. А теперь гони наличность. Да, ребят, отлично. не ругайтесь, Надеюсь, ребят. я из-за тебя не вляпаюсь? Не переживай. Просто не болтай лишнего. Ну все, это последнее. В смысле последнее?
А, я все талоны развез. По крайней мере, заработал. Поеду обратно к Джо. Чё, я реально успел? Я думал, по всем заправкам придется гонять. Не, ну тогда хорошо. Тогда хорошо. Тогда сейчас отвезем и хорош, наверное. Да, ребят, не ругайтесь. Нормально все. Я даже не видел, что было написано, потому что я был немножко занят. Спойлер, конечно, никто не любит, но игра, в принципе, старая очень, поэтому я думаю, что кто играл и кто смотрел стримы, никого не секрет. Вот, я не играл, но ничего. Я даже не видел, там что написал. Так что, ребят, не ругайтесь, пожалуйста. Давайте жить дружно, как говорил великий кот Леопольд. Хорошо, Артем. Не, ну тоже не надо, ребята, бежать, вы не хотели как лучше, да, подсказать, потому что не, блин, я думаю, сейчас по всем точкам надо будет разъезжать. Хорошо успел все талоны с первого раза. Так, надеюсь, нас тут не загребут. Люди в погонах. О, наконец-то этот капот отлетел. Вот мы тут гоняли. Тихо. Я понял тебя, я понял. Извини, братан. Без попутал. Diamond Motors. Черт, вроде едешь как бы не спеша, что-то прям долго до этого дошел. Ну, конечно, на окраину города это вылетели. Ага, вот. Сюда что ли? Ну ладно, тут останемся. Бабулю искупали заодно. Что он нам скажет? Друган наш. Так, он 3-й этаж, да? Все тут тихо, мирно. А где он? Джота? Не понял. Чтобы завершить задание, отправляйтесь к Джо. Ну, и где он? К столу, может, надо подойти? Так я пришел. Взять еду, напитки. Давайте возьмем что-нибудь. Сэндвич, что ли. Сожрем. Так, ну. В чем дело-то? Я пришел к Джо. Его тут нет. И что мы делаем? Позвонить, может, надо. Не знаю ни одного номера.
реально, что, спать что ли надо? Или что? Типа я все сделал? Да, точно. Закон Мерфи, глава 4. Надо было сохраниться. Смотри-ка, не знал, что Джо писать умеет. У нас новая работа. По-крупному. Будь у Фредди сегодня вечером. Пушку захвати и отмычки. Так, ребят, ну на сегодня, наверное, все. Спасибо всем, кто пришел. PlayStation Games, привет. Спасибо всем, кто пришел, кто смотрел. Обязательно подписываемся, ставим лайки. Вот, следующий стрим по Мафии будет, скорее всего, во вторник. Да, вторник или среда, где-то так. Пока точно не знаю. Следите за расписанием на канале и в группе ВКонтакте. На это все. Всем спокойной ночи и до будущих стримов.